Начнем с того, что я обожаю FPE и творчество Кэти в целом, и пройти мимо такой, не побоюсь этого слова, трагедии я попросту не мог, даже несмотря на то, что с того момента прошло уже больше полугода. О какой трагедии я говорю? Кэти выпустила небольшую анимацию, она хайпанула, а затем автор ушел из интернета. Да, понимаю, очень расплывчато, очень странно, но если мы копнем глубже, то многие подробности нам раскроются, поэтому давайте по порядку. Разложим все по полочкам, погрузимся в эту печальную, но поучительную историю. Этот ролик я поделю на главы. Их немного будет, но это вынужденная мера. Без них построить повествование на такую тему довольно трудно, да и вам будет банально сложно уловить суть происходящего. Мы будем идти по временной линии, с самого начала жизненного цикла FPE. И первый пункт – это анимация, вышедшая 1 марта 2024 года. Это была анимация под песню The Living Tombstone Basics and Behavior, в которой фигурировала бумажная школа, бумажные учителя и ученики, да и в принципе все окружение было нарисовано в бумажном стиле. Смысл в том, что здесь есть учителя, которые убивают детей из-за плохой оценки. Наверное, у вас уже в голове всплыл образ одного такого учителя, но о нем позже. В общем, есть девочка Клэр, она спокойно училась в школе, как заявляет автор, она даже проявляла интерес к учебе, но тут в один день она, видимо, получила двойку по всем предметам сразу, ее зажали учителя, готовые были ее разорвать. Но тут пришел ее друг Энгель, задержал учителей, Клэр выбралась, она увидела дверь с табличкой «Выход», которая на самом деле фейковая, а дверь ведет в комнату Алисы. А кто такая Алиса? По лору она там какая-то принцесса этого мира, но больше мы не узнаем, потому что проект свернулся. Ну короче, она превращается в супермонстра и дает пизды Клэр, ну и та умирает. Теперь про саму анимацию. Она выполнена пиздато. Видно то, что авторша вложила в нее душу, и я ей реально респектую за это. Анимация буквально подарила новую жизнь песне Basics and Behavior. Теперь она у многих ассоциируется именно с FPE, а не с Балди, как это было ранее. Клип набрал более 70 миллионов просмотров, и я считаю, что заслуженно. Учитывая, что анимацию делал всего один человек, она выглядит реально круто. Про сам дизайн анимации. Здесь хорошо сочетаются цвета. Белый с черным, белый с темно-красным, всякие маленькие детали светлых оттенков с белым и так далее. На это банально приятно смотреть. А персонажи и предметы здесь выделяются на фоне школы тем, что они как будто вырезаны отдельно и находятся поверх рисунка школы. Это отчетливо видно везде, куда ни посмотри. Много различных деталей, внимание к мелочам. Я могу сколько угодно времени сидеть и распинаться, почему бумажная школа охуенная. И, наверное, очевидно то, что из такой качественной анимации сделают фандом. По этому поводу я хочу сказать вот что. Анимация заслуживает фандома, но он ей тупо не нужен. Кто бы что ни говорил, изначально это была просто анимация. Такая же, как и другие анимации от Кэти, создателя бумажной школы. Да, она расписала характеры и особенности почти всем персонажам. Да, она писала в Твиттере, что канона, что нет. По сути, сама фандом вокруг FPE создавая, хотя про это было только 2 поста. Но я хочу немного о другой части фандома поговорить. На фанатские шипы и прочую поебистику мне как-то все равно. Я хочу поговорить о тех, кто искал в этой анимации сюжет. Люди искали какой-то глобальный лор всей вселенной бумажного образования в 4-минутной анимации, при этом осознавая, что и в этом нет. Как по мне, это сюр. Давайте я, к примеру, нарисую черный круг на белом полотне, размещу его в галерее, и люди будут искать в нем смысл. Это тоже звучит глупо, но люди прям сидели, разгадывали лор, делали видео с теориями, кто из какой страны приехал, учителя азиатской внешности, комната возрождения учеников. Кто это, блядь, придумал? Мы начнем прям вот вообще с лайтового, и потихоньку темы будут становиться мрачнее. И я хочу начать с видосов на ютубе. Фанатское творчество — это без преувеличения просто офигенно. Фанатские анимации на поприще FPE, отдельные вселенные, фан-игры — это было реально круто. Но обзоры на FPE, особенно от наших авторов, про них я такое сказать не могу. Большинство авторов просто решили успеть на хайп-трейн и повыпускали очень много видосов с разборами, что я, конечно, не осуждаю, но основной тейк заключается не в этом. Почему вы называете FPE пародией на Балди? Вот я сейчас включу вам фрагмент из видео одного из таких ютуберов, не даю никаких названий, никаких ссылок, просто фрагмент. Ну, начнем с того, что сама мисс Циркуль очень схожа с этим персонажем. Та тоже учитель математики, который очень заботится о том, чтобы ученики получали хорошие оценки. То есть, видно, как автор вдохновлялся именно Балди. И вдобавок, это не просто анимация. Это клип на песню по Балди от The Living Tombstone. Черт, да даже название анимации такое же, как и у песни. Получается, мисс Циркуль является пародией на Балди. Ну, как в фандоме FNAF, есть же какие-то коты, медведи, вот у Балди есть свои фан-персы. Как факт того, что автор вдохновлялся чем-то, делает его продукт пародией.
Всего Балди и бумажное образование объединяет две вещи. Первое — убивающие учителя, второе — песня. Идея с детей в школе не прям инноваторская. Если в реальной жизни какой-нибудь учитель отпиздит ученика, это тоже будет пародия на Балди. А песня — это просто песня, которая понравилась автору и которая подходит по контексту к клипу, и все. Балди и FPE — это принципиально разные вселенные. В Балди только 2 учителя, если считать миссис Помп. В Балди несколько учеников. В Балди от силы 5 закадровых персонажей. А в FPE мы имеем огромную школу с разнообразием учителей, с огромным количеством второстепенных персонажей. Прям полноценная школа. И вам самим не кажется то, что сравнивать Балди с бумажным образованием как-то тупо? Еще некоторые ютуберы, которые разбирали FPE, говорили, что фанаты Балди якобы офигели, начали поливать FPE говном, то, что бумажное образование спиздило все у Балди, ну из такого ряда. Я расскажу, да, такое действительно могло быть, но не все фанаты Балди этим занимались. Во всех фандомах найдутся идиоты, которые будут считать, что вокруг именно их фандома крутится земля. И этим я отсылаюсь и на фандом FPE. Кстати, про фандом FPE. Меня очень забавляет то, что в начале жизненного цикла бумажной школы кое-кто говорил: У них даже токсиков нет, поэтому пока что это настоящая сказка для любого эмпата. Но потом, через пару месяцев, он говорил следующие слова: Ужасным отношением фандома FPE к самой Кэти. Но почему же началось это ужасное отношение, в ходе которого Кэти ушла из интернета в августе 25 года? Аудитория. Дело в том, что везде есть идиоты. Я это уже говорил. Так вот, бумажное образование планировалось просто как анимация. Я это тоже уже говорил. Но люди захотели продолжения. Но подождите, вот же посты Кэти. Здесь она намекает на создание какого-то сериала. Неужели по FPE? Но она работала не над продолжением FPE, а над новым проектом — «Опасным лесом». Я не уверен, настоящее ли это название, но все его так называют, и я тоже буду. Что такое «Опасный лес»? «Опасный лес» — это новая вселенная, где есть уже старые, переработанные, уже знакомые нам персонажи, так и абсолютно новые. Это должен был быть полноценный сериал, об этом писала Кэти у себя в Твиттере. Более подробно про «Опасный лес» я расскажу немного позже. Кэти довольно часто публиковала различные спойлеры к нему, анимации и арты. Среди множества разных артов выделился один. Ничего не замечайте. А так, авторша решила сменить пол Оливеру, и, видимо, она стала ассоциировать его с собой, то бишь сделала его своим основным персонажем. И это ее выбор, она делает со своими персонажами что хочет, потому что она их придумала. Но люди были другого мнения. Видимо, им настолько это не понравилось, что они под этим постом начали спамить расчленёнкой с животными. У них даже токсиков нет. Представили лицо Кэти, когда она все это увидела? После такого легко разочароваться в людях, да и вообще словить нихуевый такой тильт. Ты автор, делаешь людям контент, и вдруг ты резко меняешь что-то, надеешься на поддержку со стороны аудитории или хотя бы нейтральное отношение и получаешь расчленёнку с животными. Да, Кэти тоже была с небольшим приколом. Например, она запрещала шиперить Оливера и Алису с кем-то другим. Это я сейчас, если что, не придумываю. Вот пост, вот перевод. Но это явно не заслуживает такого хейта. Ладно, давайте немного отойдем от этого всего, хочу немного рассказать про «Опасный лес». Это должен был быть сериал про выживание друзей в лагере или в лесу, наверное. В разных источниках разная информация, но даже не зная примерный сюжет, какие же по нему пиздатые арты. Убийца Эйден, хладнокровный маньяк, темный лес, кровь, какая-то избушка. Все это чередуется с милыми артами в мультяшном стиле. И от осознания того, что это выйдет, никогда, блять, становится реально грустно. Все это пошло коту под хвост. В феврале 25 года Кэти скрывает все свои видео на ютубе, а потом еще и полностью удаляет твиттер аккаунт. Она написала о том, что устала, и ей нужен отдых, что она хочет начать все с чистого листа, что она продолжит работу над проектами. Но в августе все было удалено. Кэти ушла из интернета. Возможно, навсегда. Здесь я выдвину свои предположения, почему Кэти ливнула. Хотите, соглашайтесь, не хотите, не соглашайтесь, дело ваше. Но я думаю, никто не станет отрицать, что первая и, наверное, самая главная причина — это аудитория. Просто максимальное проявление неуважения к автору, контент которого ты смотришь и в комьюнити которого сидишь. Какие-то подъебки с пустого места, расчленёнка, люди, которые думают, что Кэти именно для них должна что-то выпустить. Хотя бы маленькую частичку уважения можно же проявлять и не нарушать личные границы автора. Я приведу аналогию.
Вот допустим, ты написал свою первую книгу, неважно про что она, какой там сюжет, ты ее выставляешь куда-то, чтобы люди могли почитать, и получаешь от людей: пиздец ты идиот, у тебя вот тут ошибки, ты писать не умеешь. А мне твой сюжет вообще не понравился, вот у другого писателя лучше. Да персонажи там твои говно, и книга твоя говно, да и сам ты говно. Тебе никто не скажет, что ты молодец, ты написал свой первый рассказ, хорошо построил повествование. Ты не получишь вообще никакой отдачи, и продолжать писать тебе с большим шансом уже, скорее всего, не захочется. Вторая же причина – хайп. Изначально я думал, что Кейти не боялась популярности, судил я по вот этому посту. Он вышел как раз после того инцидента с Артом. Тут авторша пишет, что выложит пост заново из-за комментариев, и что она чувствует себя плохо. Быть популярной реально страшно. Я думал, что строчка в конце была сказана чисто ради красного словца, но нет. Потом я увидел еще кое-что. Это описание клипу Basics in Behavior, когда он стал в доступе по ссылке. Здесь Кейти написала, что не хочет становиться еще более популярной, что анимация делалась просто по фану, и от популярности ей становится только хуже. Можно ли сказать, что Кейти не была готова к популярности? 50 на 50. Все-таки она выкладывала свои работы в открытый доступ. Возможно, она не ожидала резкой популярности от именно этой анимации. Мне остается лишь гадать, потому что я не могу взять и залезть к другому человеку в голову, чтобы понять, о чем он сейчас думает. Последний и третий пункт же находится как-то посередине между первыми двумя. Кейти просто стала заложницей FPE. Люди хотели от нее только FPE, все ее ассоциировали только с FPE и ни с чем другим. Очевидно то, что FPE это просто анимация, и автор хотел делать другие проекты, но то, что дало ей хайп, ее же и похоронило. Но что происходило после ухода Кейти? Такого прям глобального ничего. Люди грустили по этому поводу, некоторые писали про то, что FPE был очень перспективным фандомом, но я же с этим не совсем согласен. Я считаю, что огромные, просто громадные перспективы были не у фандома, а у самого автора. Она могла такие шедевры делать, но получилось, что получилось. Что следует из всей этой истории, какая же мораль у басни? Если вы автор, просто забейте хуй. Продолжайте делать то, что вам нравится. Не пытайтесь как-то подстроиться под всех, не пытайтесь всем угождать. В этом плане занятие любимым делом – это ключ к успеху. Потому что если какой-то один проект приносит вам удовольствие, вы сделаете его охуенно, потому что вам нравится его делать. А если нет, то нет. Вполне очевидно. Этот видос по сути своей просто крик души. То, что я хотел высказать очень давно, потому что вся эта ситуация реально печальная. Порой люди не всегда понимают, насколько далеко может зайти травля в интернете. Спасибо вот этим парням за донаты, и спасибо вам за то, что слушали мое нытье на протяжении 10 минут. Без всякой хуйни хочу сказать вам. До новых встреч. Совсем скоро увидимся. Если бы не мисс Циркуль, то вашего Балди бы никто не вспомнил.